Life in Northbound. Food trip. Поехали в магазин. Поехали там дисконт. Дисконт. Поехали. Ну, поехали. Сегодня мы поехали в магазин Пепито, супермаркет, прикупить продуктов. Вот по такой дорожке мы едем. У нас, конечно, пустовато в деревне. Людей немного. Но здесь пешком никто и не ходит. Все на байках ездят. Дорога 15 минут до магазина. Да. Долгая история. Еще мне Пролегает цветы по надо, еще мне цветочки красивой надо. местности. Некогда цветочки успеем дисконт получить. Сейчас я еще цветочки там натыпчу. В общем, мы поехали, хотели записать Хотя бы видео один раз после посидим. того, как наши с вами сходили Когда наверх, мотоцикл, записали батарейка видео, села. что там совсем никого Почти нет. пешком. Тебя не слышно. Я-то говорю, микрофон уже зря. Но это не основная дорожка будет. В смысле, да? Такая левая. Ну, мы обычно по другой дороге ездим. Какой другой? Вниз. А, в Такая смысле, более, левая? да, более заселенная. А это будет такая тихая, спокойная улица. Подожди, а сейчас мы едем не по этой, что ли, дороге? Мы тоже едем по этой дороге, которая у нас дом. Просто чем дальше, тем меньше людей живет. Вот петухи здесь поют. Петушки везде у нас, курочки. Вот первая деревня, которая попадается у нас на пути. Да. Здесь разветвляются дороги. Одна дорога идет, соединяет здесь два района, Каюпутих и Гамбух. Мы живем в Гамбух, а Каюпутих это уже другое государство фактически. Они раньше разделены были Швабау, наверное, даже не знаю, в гости ходили, нет. Вот тут мы иногда покупаем газ, мороженое. Вот такая вот деревня. И вот когда мы сейчас подъедем к дороге, которая соединяла два района, разделяет их вот такая впадина, можно сказать, долина, которая сейчас вот здесь внизу река, она разделяла два этих района. Сейчас мы увидим речка, которая сейчас практически высохла. Сейчас уже почти дожди Горная не идут. река. Да, горная река. Она находится вот здесь. Здесь соединяются две реки Давай на самом покажем деле. Вот. речку. О, мадам какая сексуальная. Так ты поворачивай камеру. Ну, вот ты остановишься, я речку сниму. Что там ничего даже не успела. Ну, вода, вот здесь справа тоже река идет. Наташа, так ты показывай справа. Ну, а как? Так ее нету, потому что она еле-еле там ручей где-то бежит. Может. Можно сказать, где живем. Здесь, слева, справа, можно сказать. Вот там видно немножко. Здесь что за вода? Водопровод, что ли, пробежал? Вот мы выехали на другую территорию. Это Каюп-Тих. В общем, из-за шума ветра я решил записать фоновый звук. Мы заехали в другой регион, другой район. Район называется Каюпутих. Он более развит в плане того, что здесь больше находится вилл и, видимо, развивался гораздо раньше. Здесь дорога получше, и, может быть, даже мы бы там арендовали виллу, потом будем поезжать мимо нее.
которые хотели арендовать. Но как-то нам показалось там не очень интересно, потому что она очень старая была. Вот, сейчас мы приезжаем в эту деревню, она тоже не очень большая, ну, есть местные магазинчики, есть всякие разные лавочки, в которых продаются Да. продукты и предметы первой У нас необходимости. в обратном направлении. Ну, вот здесь Да, слева храм, я знаю. по Всё, утрам опять цветов нет. до нас доносится оттуда Где пение, этот храм-то? вот слева появляются Это виллы, там другая дорога. по другой ворота дороге едем красивые, обратно. вот это все виллы там находятся. Нет никакой Да, другой что дороги. спорит, что там где-то есть цветы, она видела, хотела взять их в рассаду. Ну, по ходу, видимо, забывает, что Вот здесь мы место населения, где-то Ну где вот магазинчики. вилла, на ездим которую ты ходил? по одной мужик, там дороге, еще но она один был. утверждает, Ты что еще один ездил. Что он говорил где-то тебе, здесь въезжай видела эти цветы. Ну, Где в общем, она? такая вот история. Я с тобой вообще на эту тему, вот она дальше там. С левой стороны этот храм. Вот тут даже и цемент продают. Сразу же продукты и цемент. Вот слева вот этот храм, вот он, если ты про него говоришь. Да не было никакого храма, что ты уперлась-то с Вот этим? здесь, Где? здесь. Вон они, дальше. Так вот не Слева. храм, тут А чё отель это? просто. Отель. Вон где мальчик, вот они цветочки, вот они. Стой, я Чё? попрошу отводку. Это спрашивают. Да не дофиг. Вон они висят, видишь? Вот Я они. вижу. Только это не храм. Ну-ка, я думаю, да. Вот, посмотри, какая. Ты резко не. Яма. Сейчас мы едем вдоль дороги, видно, вот заправочка проехали. Здесь можно забрать мотоцикл. Так как мотоцикл всего 3 литра бензина перемещается, поэтому ехать специально на заправку для этого не экономически невыгодно. И вот эти магазинчики, мелкие лавочки продают бензин, Вертамини называется. Они предлагают бензин по цене, ну, на 1000 рупий больше, чем заправки. Поэтому смысла нету ехать вниз за 3 литрами бензина, проще заправляться на месте. Слева сейчас видно будет виллы. Это вилла Каю-Пути, тут даже комплекс вилл. Мы там заходили, ну, что-то мне не очень понравилось. Там все это в куче и не индивидуально. И по левой стороне также вот сейчас будет вилла. Вот мы сейчас проезжаем забор. Вот здесь мы были 4 года назад, смотрели эту виллу. Вот я про нее говорил, что она достаточно старая была, хотя вид с нее очень красивый. Вот сейчас сезон уже заканчивается, дождей, еще более-менее зеленая трава, и как бы глазу приятно, но ближе к концу лета, как бы по нашему понятию, здесь все высыхает и желтым становится трава, и впечатление уже не такое интересное. То есть опадают листья большие, листья от тикового дерева, они такие большие, огромные, и поэтому создается впечатление, что наступает осень. Какая вилла красивая. И вот такая история, да. Сейчас мы где-то будем проезжать еще одну красивую виллу. По-моему, с правой стороны должна она появиться. Вилла Сентоза. Или дальше еще? Наверное, дальше еще. Ну, по левой стороне там большая впадина, там долина. Вот сейчас вилла будет с правой стороны. Я акцентирую, почему на него. То есть не так много таких вилл здесь находится. Ну, мы там не были, но она достаточно большая по меркам, которые здесь в основном виллы находятся. Вот слева видно такая большая впадина, долина. Там внизу живут люди, там у них домики стоят.
выглядит достаточно грандиозно все. Слева строится какой-то отель. Еще непонятно, то есть это недавно начали строить. Вот так вот выглядит с дороги. Дорога не ограждена, можно просто случайно свернуть по мотоциклу и оказаться в кювете. Ну, в общем, вот такая вот не очень экстремальная, мне кажется, для местных дорога, а для туристов все-таки это выглядит достаточно интересно. Ну, вот так вот эта дорога все еще идет вниз. Ну, вот по пути ее следования попадаются какие-то строения. И здесь еще продается земля, и есть участки, в которых висят объявления, и можно увидеть прямо с дороги. Ну да, с правой стороны я рассказываю, что мы тоже смотрели здесь участки в свое время, и с расчетом того, что построить дом. Ну, там как бы получалось, что вид не очень интересный, потому что получается закрытое пространство, то есть будешь ограничен стенами, то есть ни вид на море не будет, вида на море не будет, и будет только вид на стену. По-моему, сейчас вот немножко ниже этого участка будет с правой стороны такая выделенная территория для строительства домов. Вот, по-моему, здесь вот сейчас, да, вот справа здесь показываю, их видно. Эти участки сдаются в аренду под строительство. Там видно, что построены какие-то уже виллы. Ну и вот так вот это выглядит сейчас. И мы подъезжаем вниз, уже почти спустились. Это район, как я говорю, Каюпутих, но внизу он соединяется с районом, называется Калиасем. Калиасем, нет? Или не Калиасем? Нет, не Калиасем, был. Калибубу. Вот. Этот район называется Калибубу. Вот примерно так он сейчас. Здесь вот слева тоже строятся дома для местных. Видно, что работы идут полным ходом. Вот здесь дорога вся разбитая. Это после дождя сильно произошел. Ой, большие оползни были. И вот вместе с асфальтом дорогу унесло. И что-то как-то не установили эту дорогу. Вот, это уже мы ближе подъезжаем к лавине. Это район Сингараджи, можно сказать, лавина. Известна она тем, что приезжают в этот район туристы. В основном приезжают на дельфинов посмотреть. И, собственно говоря, здесь больше как достопримечательностей ничего нет. Хотя кому как, нам нравится здесь. Чем интересен север Бали, потому что все-таки меньше туристов, меньше трафика, меньше пыли и грязи и очень спокойно. На юге мы бы не смогли проехать по дороге без проблем. Пробки и пыль, и грязь, то есть сопровождали бы нас всю дорогу. Вот подъезжаем мы к светофору. Основная дорога, которая соединяет Сингараджу. Это основная дорога, называется Сингараджа Сириит. На самом деле это дорога, которая опоясывает Бали вокруг острова и по кругу. И можно по этой дороге проехать вокруг острова. И мы это делали, когда приезжали раньше на этот остров. Мы также проехали по этой дороге вокруг острова. И знаем, что где находится, как
как люди живут в разных районах и выбрали для себя вот именно этот район из-за того, что он более расположен, более удобно, из-за того, что он более располагает продолжительный, он более располагает размеренной жизни, не обременен туристами, и красота природы самое главное здесь. Вот здесь направо от ворот на пляж. И здесь сосредоточены магазинчики, которые в самом центре почти находятся лавины. Да, ну, как бы и строительные магазины есть, и рестораны, отельчики небольшие, кафешки. Здесь же будет еще один отворот на пляж. Это уже прямо к статуе дельфина. Здесь же находятся банкоматы, где можно снять деньги. Значит, что здесь еще интересного есть? Ну, в общем, как обычно, балийский городок. Единственное, что отличие от юга, что здесь немного народу. Не так заполнены дороги, то есть свободно можно передвигаться. Так, подъезжаем к магазину Pepita. Это сеть магазинов индонезийского бренда. Ну, магазин Pepita на севере Бали появился, мне кажется, лет 6 назад. Того, как его раньше здесь не было. И он, собственно говоря, дает нам много возможностей. И он нам... Без него бы мы не смогли здесь наверняка жить. Потому что все-таки продукты европейского качества в местных магазинах не купить. Так, мы приехали в магазин Pepita, основной магазин для туристов. Лимончики. Оп. Вот одна бутылка осталась. Вот я тебе Не говорю, знаю. это на 100 рублей написано, да? Сейчас я узнаю точно. Ну, вот такой же у нас мы и брали там. Никаких санкций тут нет, поэтому все мясо всякое разное тут есть. Пойду спрошу, сколько стоит. Алло, а пропа? 130. Ага. Нет, 137. Все? Все? Пошли. Так, лимон я взяла, да? А что еще надо было? Ты куда? Здесь уже все.
Так, спиртные напитки. Вот местное производство вино. Так. Водка Смирнов. М? На курицу есть скидка? Не знаю. Си? Не знаю, может быть. На масло нет только. На остальное, я так понимаю, есть, да? Ну, какой-то рубль здесь. Это Что-то... что, 10% же? На все Ну да. остальное. А что это такое 15 тысяч? Это лимоны. А, лимон. Можно сюда положить, наверное? Да, наверное. Молока-то не будем брать? Ну, Может, выложить? вот так нормально? Ну, давай, так. Молоко. А, ну да, по 17. Кола, да, еще? Не знаю, кого вроде есть. Берем молочко. Без молочка никуда. 3, 4. Я брал последний раз 3, не знаю, там осталось сколько. Одна коробка. Тунец. Тунец в Альфа-Марте. Нет, баночный есть. Есть, знаешь, где он еще есть? Он есть в Лимонграссе. Лимонграссе? Да. Тунец, а сколько он там стоит? Ну, не намного больше. Ну, здесь в Альфа-Март все равно будем заезжать сейчас. Есть тунец? Нет, нету. Альфа-Март по дороге же есть. Ну да, вот сейчас поедем, заедем. Порошок надо, нет? Нет, порошок не Перри же. Вот видишь, со скидкой 25 стоит. Какой-нибудь нормальный, чтобы аромат какой-то хоть был. Ну, с ароматом стоит... освежитель, что ли? Вот какой. Вон 9 рублей какой-то. Вот, вон. Супер атак. Что такое? Роза. Ну это для... Написано для такого, для вертикальной. Не знаю. А белизну нам не надо? Ну не знаю, если только этот был. 23 вон большая стоит. Ну он так-то есть. Вот лучше этот ваниш брать. Лучше ваниш брать. Ваниш никакого эффекта не дает. Да? Он не отбеливает полотенце и постельное. Да? Что тут здесь все жирное? Упала, наверное. Что, ополаскиватель ты взял какой-то? Ну какой-то взял. Что это за? Опять, наверное, там нету никакого аромата, да? Не знаю. Что, скидка на порошок? Да, 25 рублей. Да, Следование. да. Скажет, что ты за мной ходите? Туалет здесь.
Так, что у нас здесь есть? Сегодня у нас нет какого здесь. Это магазин Линдомарт, почти государственный магазин. О, видишь, бери 2, 1 подарок. Подарок. Тогда получается 10. Ага. Ты куда делась? У нас паспорт кончается. А, да, возьми паспорт. Выбрать вот эту зелененькую снова? Не знаю, какая была. Внизу какая-то он еще есть. 18, да? У Ромы тоже заканчивается. Ну, вот по 10 Смотри, вот какая-то. есть Вот такая. смотри. Вот тут. Ну, тут наши эти дешевые, они же позорные. А, ну, да. Она же, это же фигня, а не паспорт. Sekalian sama Так indigo. он Есть вообще упаковка с Ya, две. indigo. Ya. Что брать? 26. Да. А это сколько стоит? 18. А, ну, не знаю, давай возьмем за С 26. йодом какая-то хорошая. А? Это же с йодом. Что, зубы ведь? Зубы не волосы ведь не вырастут. М, Возьмем. А колу что не берем? Здесь нет кока-колы. Что еще надо нам? Тунец. Тут другая история. Значит, они продают 2 бутылки кока-колы. Ты получаешь 3-ю в подарок. Вот как. Да. А сколько стоит кола? 15? О, за 30, за 40 рублей. Большая? 300 миллилитров. А мы брали сколько? А здесь 400. 400. Магазины Индомарт, Альфамарт. Это очень здесь Ну, дешевле развитая получается сеть вот этих этот магазинов. Вариант. Очень популярная тоже среди населения. Она рассчитана, магазинчики эти рассчитаны на средний уровень, среднего покупателя. Да. Цены там гораздо ниже, чем, допустим, в Да. супермаркете Пипита. Продукты первой необходимости. Там, в принципе, можно Ну, всегда возьми, приобрести не молоко, сахар, хлеб, соки, газировки разные. Ну, там и, конечно, мука, соль, Это что такое? моющие средства. Все это гораздо по ценам ниже, да. чем Пипита. Это что, Так что мы Господи, сколько очень включает? любим эти магазины. Да, вот так вот.